Кенигсберг — это был такой город-каземат, и к моменту, когда советские войска изготовились к его штурму, у немцев тоже имелась возможность в течение многих недель готовиться к обороне. Готовить к обороне и, собственно, город, и, кроме того, как совершенно справедливо было замечено, фортификацию постройки еще до Первой мировой войны, это вторая половина XIX века, 15 старых фортов, это внешний обвод обороны города, он проходил в 8-15 километрах от центра Кенигсберга. И они были связаны, во-первых, с системой траншей, то есть вся эта система обороны 19 столетия была модернизирована. И она была модернизирована под реалии Второй мировой войны. Между фортами их соединял практически сплошной противотанковый ров, который имел ширину 10 метров, а глубину 3 метра в среднем, то есть фактически непреодолимый без предварительной подготовки для советской бронетехники. Все это было опутано колючей проволокой, в несколько рядов, в несколько эшелонов строилась оборона, то есть был вот этот внешний обвод обороны, имелась линия обороны на периметре самого Кенигсберга, включавшего его пригороды, и сам город Кенигсберг был подготовлен к обороне по немецким стандартам, то есть с массивными баррикадами, подготовкой к обороне зданий. Все заменим, при этом нужно понимать, что в отличие от многих других городов, которые приходилось брать Красной армии в 1945 году немецких, город Кенигсберг сам на себя работал. У него, несмотря на то, что Восточная Пруссия в целом была отрезана, немецкие войска в Восточной Пруссии были к тому моменту в значительной своей числе разгромлены, разбиты, но в городе Кенигсберге оставались предприятия, которые выпускали боеприпасы, действовал завод синтетического горючего, и, по сути, город сам себя оборонял. Огромные склады имелись, в том числе германского военно-морского флота, поэтому, например, с взрывчаткой в городе никаких проблем не было. Ее извлекали из мин и торпед. Поэтому город сам себя оборонял, и один из таких моментов, которые не всегда правильно раскрывают, это численность гарнизона и штурмующих. То есть, кто, собственно, стоял друг напротив друга. Численность советской стороны, она достоверно известна по донесениям войск. Это 137 250 человек в составе 4 армий. 39-й, 43-й, 50-й, 11-й гвардейская. Все 3-го Белорусского фронта. При этом численность стрелковых дивизий была в среднем 3,5-4,5 тысячи человек. При штатной численности примерно 10-11 тысяч человек. Половинная численность, и самые многочисленные были дивизии 11-й гвардейской армии Галицкого. По другую сторону укреплений гарнизон немецкий имел численность, я сразу дам, как говорится, правильный ответ, это 60-70 тысяч человек. Потому что назывались цифры вплоть до 130 тысяч человек, то есть практически равные тем, кто штурмовал город. Это все же сильно завышенная величина. Обычно советские, по данным разведки, оценивали численность гарнизонов в 100 тысяч человек. Но это, в принципе, с учетом поправок вполне укладывается в ту самую величину 60-70 тысяч человек. Имеются документальные данные о численности соединений частей усиления на 3 апреля 1945 года. Там сумма, как говорится, прописью в конце таблицы 47 800 человек. Имелись еще батальоны фолькштурма, которые не входили в эту численность. И итогом это давало 60-70 тысяч человек. Обращаю внимание, что превосходство штурмующих советских войск едва-едва было двукратным.
Кроме того, у гарнизона имелся подвижный резерв. Это была 5-я танковая дивизия. В чем была особенность группировки немецких сил, оборонявших Кенигсберг? Совершенно справедливо было сказано, что вопрос не только в общей численности, потому что все сходятся не на одном большом поле, а на реальной местности. Сильной группировкой немцы располагали прежде всего в северной части Кенигсберга. Почему именно там концентрировались крупные силы немцев? Это был район, обеспечивающий связь с внешним миром. Потому что именно через север Кенигсберга, через северную часть той линии обороны, которую занимал гарнизон, соединялся он с земландской группировкой на Земландском полуострове и, соответственно, сообщался по морю с главными силами немецкой армии. Понятно, что сообщение по морю было достаточно шатким, но, тем не менее, называется, ночными переходами можно было с внешним миром сообщаться. И, естественно, эту ниточку, которая связывала гарнизон с внешним миром, немцы обороняли наиболее плотно. И именно там располагался резерв 5-й танковой дивизии, и советский план наступления на Кенигсберг, он предполагал две ключевые вещи. Первое – это удар с юга 11-й гвардейской армии Галицкого и, соответственно, удары с севера 43-я, 50-я армия. Именно удар с севера должен был отсечь Кенигсберг от потока подкреплений, резервов, ну и на самом деле исключая возможность прорыва гарнизона вовне, чтобы, как говорится, никто не ушел на Земландский полуостров, который надо было брать на следующем этапе советских наступлений в Восточной Пруссии. Поэтому били, что называется, клещами с севера и с юга. И этот план, чем он был силен, интересен, это тем, что 11-й гвардейская армия, которая на самом деле была очень опытным объединением, принимавшим участие в многих наступательных операциях с прорывом подготовленной обороны, ее нацелили с юга, причем именно там, в обороне Кенигсберга, было окно. Это окно, частично, конечно, надо понимать, что для того, чтобы полноценно брать Кенигсберг, требовалось пробить более широкую брешь. И форт номер 9, проходивший у нас как Панарт, иногда его называют Дона, он был занят советскими войсками, но нужно было это окно расширить. И, соответственно, нужно было взять соседние форты номер 8, номер 10. И это, конечно, немцам тоже было очевидно. И они укрепляли оборону с юга, но она была, подчеркну, все же слабее, чем тот заслон, который был с севера, ввиду того, что ожидало немецкое командование именно основного удара с севера. И все это создавало предпосылки для того, чтобы действительно сильным ударом, достаточно сильным ударом сокрушить. В течение нескольких недель, получив пополнение, то есть 11-я гвардейская армия, она после того, как вышла из предыдущих боев, естественно, численность соединений была, прямо скажем, на невысоком уровне. И если там посмотреть, чем располагали на 1 марта стрелковой дивизии армии Галицкого, численность их колебалась вообще от 3000, да, именно даже, если совсем уж точно, 3285 нижняя граница, верхняя граница была где-то 4600 человек. Они получили пополнение, сразу стали это пополнение интенсивно гонять, готовить штурмовые отряды, готовить штурм и полевой обороны, и учили боям в городе, причем на самом деле Галицкий по состоянию на середину марта был недоволен. Есть армейский отчет по операции, и там прямым текстом говорится о том, что Галицкий был недоволен уровнем подготовки. И в последние 2 недели эта подготовка была интенсифицирована. Естественно, были учения, в том числе с боевой стрельбой. Готовили к тому, чтобы преодолевать разного рода препятствия, противотанковые рвы,
укрепления, минные поля. То есть это была действительно подготовка, что называется, на износ. Реально имелся месяц на то, чтобы довести уровень боевой подготовки тех бойцов, которые в том числе поступили в качестве пополнения в гвардейские дивизии, ну и не только в гвардейские дивизии, разумеется, такие же мероприятия шли и в 43-й и 50-й армии, до достаточно высокого уровня и уровня соответствующего подготовки Красной армии 45-го года. Это и способность прижиматься к огневому валу. То есть огневой вал загоняет противника в укрытие. Если идти вслед за ним, то при минимальном отрыве можно успевать врываться в траншеи до того, как немцы заняли позиции пулеметчиков, минометчиков и даже стрелков. И, разумеется, да, подготовкой такой же занимались и артиллерийские расчеты, причем одной из особенностей операции было активное использование артиллерии на прямой наводке. И фактически должна была обеспечиваться непрерывная поддержка всех, кто наступает. Точно так же учили экипажи танков и самоходной артиллерии. Если говорить о том, что было собрано для того, чтобы штурмовать Кенигсберг, то собраны были на самом деле в основном даже не танки, а были подготовлены в основном самоходки. То есть конкретно для штурма Кенигсберга, именно города, имелась сильная группировка, состоявшая из 634 бронеединиц, но из этих 634 единиц вроде бы огромная численность, практически, как говорится, танковая группа 41 года, но это только на первый взгляд. Нужно понимать, что к тому моменту значительную часть численность танкового и парка танков и самоходок Красной армии составляли Су-76, которые по сути своей являлись пушкой ЗИС-3 на гусеницах с противопульной, противосколочной броней. Это никакой не был, что называется, танк, способный, что называется, противостоять и штурмовым орудиям, и танкам противника. Это была просто пушка на гусеницах. И таковых было среди этих 600 машин 223 штуки. Не половина, но больше трети всего парка – это пушки на гусеницах. Но при этом имелось на 120 танков Т-34, 96 тяжелых самоходок ИСУ-152, 84 тяжелые самоходки ИСУ-122. То есть ядро бронетехники, штурмовавшей Кенигсберг, составляли более 150 тяжелых самоходок. Тяжелые самоходки, главным их преимуществом было большое могущество снаряда. То есть снаряды 122-152 мм были способны разрушать даже довольно серьезные баррикады, были способны приводить к молчанию огневые точки в каких-то домах, в том числе бетонных зданиях. И на самом деле, если, так сказать, даже сравнивать Красную армию в мировом рейтинге, то наличие штурмовых самоходок, если использовать, так называется, терминологию такую, принятую даже скорее, может быть, у союзников, то у Красной армии были штурмовые самоходки с орудием большого калибра и большим могуществом выстрела. И это давало несомненное преимущество в боях в таких специфических условиях, как Кенигсберг. Но, естественно, ключевую роль в поражении всей системы обороны, в том числе долговременной фортификации, играли артиллерийские орудия. И здесь располагала Красная армия орудиями калибром до 305 мм. Это гаубицы еще царские, образца 15 года. И в разрушении фортов участвовали советские, уже созданные при советской власти, мортиры 280 мм, которые тоже обладали достаточным могущественным выстрелом, чтобы проламывать доты. Но в чем была проблема одна из? Дело в том, что вот эти форты, которые обороняли Кенигсберг, они, конечно, были, они не сказать, что прям открытой книгой, но проблема заключалась в том, что форт, если на него смотреть в том виде, в котором он был к началу штурма,
Это, по сути, такой остров, заросший лесом. И для того, чтобы снести лес и вот эту всю земляную обсыпку фортов, нужно было дополнительно расходовать боеприпасы, и это тоже особая разведка. И за несколько дней до начала наступления с фортов счищали лес, росшие на них деревья. И вообще, одной из проблем, которую нужно было решить в процессе подготовки, это проблема отскока немцев из передовых окопов. Заранее предполагалось провести разведку боем, которая давала ответ на вопрос, не ушли ли немцы из передовых окопов, не будет ли артиллерийская подготовка проведена в пустоту. И вот высокий уровень подготовки Красной Армии 1945 года заключался как раз в мастерском проведении разведки боем, прощупывании обороны противника и определении, что отошли немцы с позиций или не отошли. Это проводилось частично 5 апреля, а частично уже в ночь на 6 апреля. Да, прощупывание, он проходит по боевым документам. Если говорить о том, почему назначили именно 6 апреля, а не 5, потому что первоначально планы верстались под 5 апреля. Но не были полностью готовы, не все подтянули, подготовили как раз вот 43-я, 50-я армия. И в связи с этим наступление на сутки отложили, но при этом заранее проработанный план прощупывания обороны, он все равно реализовывался. И, конечно, наступление общее началось утром 6 апреля, но и 5 апреля, во-первых, проводились разведпоиски с целью захвата пленных и вскрытия группировки, то есть убедиться в том, кто, собственно, сидит в окопах напротив, не произошла ли какая-то смена. И в ночь на 6 апреля, в том числе средствами разведчиков, проводилась такая пальпация обороны, которая вскрыла, на самом деле, что немцы с ряда позиций ушли в глубину. То есть они оставили передний край, ложный передний край, и заняли окопы немного в глубине. И, соответственно, если бы не проводили эти мероприятия, которые на самом деле были довольно хлопотными и, скажем прямо, это в том числе они и рискованные, приводили к потерям, потому что, по сути, небольшими отрядами начиналось наступление на полностью подготовленную оборону. Но эти отряды, опять же, в них главную скрипку играли разведчики, которые могли пошуметь, изобразить больше, чем они на самом деле являются по численности, и вскрыли реальный передний край, на который обрушилась артиллерия. При этом, что касается авиации, то как раз-таки в первый день наступления погода была плохой. Вообще и Берлинская операция, и штурм Кёнигсберга, они проходили в условиях, когда первый день операции погода была плохой, и авиационный удар был ослаблен. Но при этом, разумеется, артиллерия работала в полную мощь, и потом при, так сказать, допросе комендант форта номер 10, который обстреливали как раз этими царскими орудиями 305, говорил, что гарнизон был морально, цитата, морально исключительно подавлен и потерял веру в надежность защиты толстых стен. То есть, действительно, в форт садили там 300 снарядов, были проломлены галереи, и действительно, как фортификационное сооружение, он, по сути, перестал существовать. Речь идет, на самом деле, о тех средствах, которые существовали и присутствовали в арсенале Красной Армии, начиная еще с 1943 года. Это штурмовые инженерно-саперные бригады, которые, заметим, не привлекались к снятию мин в последние дни перед началом операции, они только занимались боевой подготовкой. И саперы-штурмовики в составе инженерно-саперных бригад были подразделения действительно с кирасами, кирасы, которые держали осколки, автоматные пули.
Вообще наши бойцы, естественно, так сказать, пытливый русский ум, они проводили отстрелы этих кирас самодеятельные. И, конечно, винтовочные пули из штурмгевера и их немецкого автомата в конце войны появившегося, они пробивали. Но командование разъясняло бойцам, что одной из главных опасностей являются все же осколки. И осколки кирасы держат уверенно. Поэтому использование кирас оно продолжалось до последних дней войны, и вполне они отвечали своим задачам. И, кстати говоря, для того, чтобы предотвратить прорыв гарнизона, Кенигсберг был обложен минными полями, и в последние дни перед операцией их снимали, и речь шла о тысячах мин. То есть тысячи мин своих снимали. Опять же, вот читаешь отчетные документы по Кенигсбергу и понимаешь вот разницу между 42-м, 44-м и 45-м годами. Когда, получив негативный опыт с плохо обозначенными проходами в минных полях, с, может быть, какими-то ошибками в разминировании, что приводило потом к подрывам своей же бронетехники. И это касается, например, в том числе операции «Уран», вполне успешной. Но, тем не менее, проблемы с разминированием своих минных полей тоже имели место. Так вот, была подготовлена система, именно вот система, в которой сдавались проходы в минных полях, независимо проводилась, можно сказать, независимая проверка саперами других подразделений качества разминирования, потому что на самом деле все люди, все человеки могли не схалтурить, а просто добросовестно ошибиться, не разобраться с расположением, начертанием минных полей. И вот эта независимая проверка, которая в том числе вот к проверке как раз уже привлекались штурмовики. Они допроверяли снятые минные поля, и все было готово. Был построен макет. Макет в масштабе 1 к 3000, то есть на самом деле довольно большой, Кенигсберга и окрестности. И командиры, им ставились задачи, и в том числе искались какие-то решения в том, каким образом действовать на этом макете, который строился по данным аэрофотосъемки. А так в войска были розданы сотни тысяч листов карт с планами города, с мелкомасштабными планами окружающей местности. А что касается того, как осуществлялся прорыв. Наиболее удачно действовала армия Галицкого. С одной стороны, конечно, ей благоприятствовало и то, что немцы собрали наиболее крупную группировку на севере, то есть те, кто находился к северу от города, их было сломить тяжелее. Поэтому успех советского наступления, начавшегося 6 апреля, был, скажем так, не был ярко выражен на тот момент. К тому же там допустили ошибку с одним из фортов, когда в него всадили довольно много снарядов, но он был плохо разведан. И эффективного поражения, укрепления все же не произошло. Это, по-моему, форт номер 5. Но это все компенсировалось успехами на юге, где успешно блокировали и преодолели форты номер 8, номер 10. При этом авиации не было. До 14:00 было выполнено всего 274 самолета вылета. Учитывая, что вылетов было запланировано выполнить где-то там 3-4 тысячи, это, конечно, было совершенно ни о чем. 274 самолета вылета. И, по сути, основную работу сделала артиллерия 6 числа и хорошо подготовленная тренированная пехота. Причем уже в первый день Галицкий принял решение вводить вторые эшелоны, потому что пробились через линию обороны на периметре, то есть как раз опирающиеся на вот эту вот перину. Немцы называли этот вот обвод фортов перины Кенигсберга, что вот этот город, так сказать, защищен периной. Вот эту перину преодолели, вышли на подступы к пригородам Кенигсберга. Вот форт Панарт, он на самом деле был одноименным с пригородом Панартом. Этот пригород начали штурмовать, причем
Там была такой опорный пункт, очень мощный, казарма. И Галицкий решает уже практически ближе к вечеру. Конечно, еще не темнота наступала, но уже ближе к вечеру он решает ввести в бой вторые эшелоны. И вот это вот ввод в бой вторых эшелонов дает фактически второе дыхание наступлению и продвигается дальше. И вообще говоря, в этот момент судьба Кёнигсберга уже практически была решена, потому что немцы свои резервы израсходовали, а Красная Армия еще располагала достаточными силами, средствами для того, чтобы продолжать движение, развивать те участки, которые были наиболее результативными. А 7 апреля, на следующий день, погода улучшилась, и вот тут-то вступила в бой советская бомбардировочная авиация. С одной стороны, надо вести наступление ночью. Для этого специально выделялись отряды, которые днем отдыхали, а ночью продолжали действия. То есть происходила такая смена. Естественно, ночью наступали уже не всеми силами, а именно отдельными отрядами, которые были специально выведены в резерв для того, чтобы двигаться ночью. И это тоже было своего рода такой ноу-хау, потому что начиная с 1941 года искали способы повышения эффективности, в том числе действий ночью, потому что иной раз там ночью можно было добиться каких-то результатов, которые не достигались днем. И действительно такая практика круглосуточного штурма, она имела место. Они, естественно, могли противопоставить зенитки, но противодействие истребителей отсутствовало, и это позволило днем над Кёнигсбергом пройти 500 самолетами дальнебомбардировочной авиации. Это Ил-4, Ер-2, Ли-2, транспортника-бомбардировщик, и Б-25 даже было, 58 Б-25 в этом ленд-лизовских. Так вот, они сбросили 550 тонн бомб, а всего за 7 апреля авиация фронта и дальняя авиация, то есть 18-я воздушная армия, выполнили 4758 вылетов. Это абсолютно фантастическая цифра. Для сравнения, например, в крупных своих наступательных операциях немцы выполняли примерно 2000 самолетов вылетов за сутки. И на Кёнигсберг, его укрепление, и в том числе на пытающихся прорваться к Кёнигсбергу со стороны Земланда, сбросили почти 1700 тонн бомб, и в том числе на Кёнигсберг примерно 1250 тонн. И комендант города Ляш, достаточно опытный, кстати, военный, с 1941 года на Восточном фронте, он прямым текстом сказал, что разрушения в городе были настолько велики, что невозможно было не только передвигаться, но даже и ориентироваться. И вот эти сильнейшие удары, в том числе, например, по узлам сопротивления, наносили удары пикировщики, то есть уже советская авиация активно использовала П-2 в пикировании, и это позволило прорваться в город. И, по сути, с форсированием реки Прегель в городской черте гарнизон был окончательно отрезан. Причем, как рассказывал позднее Ляш, он сначала попросил разрешения прорваться. Ему командующий 3-й танковой армии генерал Мюллер отказал. Потом разрешил, но когда разрешил, уже никаких шансов прорваться не было. И в итоге, как пишут в нашем отчете, что крупная группировка, там 40-тысячная, она была дезорганизована и скучена на небольшом пространстве в центре города. И после этого Ляш идет на переговоры. В штаб генерала Ляша отправляют, в свою очередь, в ответ парламентера из 11-й гвардейской армии, подполковник Яновский. И он, собственно, в 9 вечера 9 апреля вручает ультиматум, и с 23 9 апреля гарнизон капитулирует. При этом, несмотря на приказ Ляша о капитуляции, немалое число, в том числе и потерявших связь с вышестоящим командованием групп немцев, они продолжали сопротивление, но реально добили их примерно к 6 утра 10 апреля. И после этого капитуляция гарнизона стала фактом.
Причем Ляж был задним числом осужден за то, что он сдал город, хотя якобы он мог дальше сопротивляться. Но, откровенно говоря, несмотря на то, что его заочно приговорили к смертной казни, особых шансов на продолжение сопротивления не было. Каков был результат штурма? В сводке Совинформбюро прозвучала такая цифра, как 42 тысячи убитых и 92 тысячи пленных. Но ее надо все же правильно понимать. Это, если сравнивать с документами, то те самые 92 тысячи пленных, это было то количество пленных, которое вообще имелось в тот момент в лагерях военнопленных. Имеются данные. Начальник отдела НКВД по делам военнопленных Третьего Белорусского фронта, который 15 апреля докладывал, что поступило из именно Кенигсберга примерно 45 тысяч человек. Это вполне реалистичная цифра, которая уже вполне совсем стыкуется. Если мы заглянем в отчет армии Галицкого, которая сделала на самом деле основную работу по штурму города Кенигсберга, и у него там есть ремарка важная в отчете. Там написано, что захвачено пленных 57 640 человек, из них 35 тысяч в военной форме и 18 тысяч гражданского населения мужского пола призывного возраста. То есть это могли быть как переодевшиеся военнослужащие, но и на самом деле и непризванные, в том числе за отсутствием оружия. Было взято в плен 3 генерала и почти 1600 офицеров. Было взято, опять же, в качестве трофеев почти полсотни танков. Там 2 бронепоезда, много разного добра, прямо скажем. Но гарнизон Кенигсберга, все же надо понимать, что он был не 100-тысячный. И если бы он был 100-тысячный, конечно, это была бы роковая ошибка разведки. Более реалистичная цифра, те самые 60-70 тысяч, он был благополучно разгромлен. То есть большая часть его сдалась в плен. Вполне естественным причинам, потому что многие там из тыловых подразделений, артиллеристы, опять же, какие-то вспомогательные подразделения, и примерно 25 тысяч – это погибшие. Сказать, что сразу практически без перерыва пошли на Землянский полуостров. То есть потери Красной Армии были раза уже в 3-4 меньше, чем противника. И это действительно высокопрофессиональные действия и широкое использование ударов по противнику как бомбами, так и артиллерией. Потому что это особо подчеркивал Василевский, что в штурме Восточной Пруссии снарядов не жалели. Накоплены были достаточно боекомплектов для того, чтобы сокрушить даже самые серьезные укрепления. И если там говорить, например, о потере бронетехники, то есть тут бронетехника как раз оказывалась в достаточно тяжелом положении ввиду того, что у немцев были эффективные средства, фуст-патроны, панцершейки, то есть фактически такая предтеча современных ручных противотанковых гранатометов. Так вот, весь Третий Белорусский фронт с 6 по 8 апреля потерял 79 танков и самоходок сгоревшими, 53 подбитыми, 12 подорвавшимся на минам, и ввиду, опять же, достаточно такой сложной местности, да еще с многочисленными противотанковыми рвами, аж 51 машина была застрявшая. Причем наибольшие потери пришлись на 39-ю армию, которая была на севере. Она в том числе отбивалась от землянской группировки. И при общей численности боевых машин больше 600 во всем Третьем Белорусском фронте, мы видим, что потеряно было, причем безвозвратно была потеряна, что называется, меньше, чем 1/7 часть. А с учетом подбитых, подорвавшихся на минах, мы получаем, что примерно четверть состава была потеряна. Население города, которое оставалось, оно пряталось в подвалах. Но здесь надо все же понимать, что в отличие от стратегических бомбардировщиков, которые бомбили там тот же Дрезден, Гамбург, у нас хоть и использовалась авиация дальнего действия, но она составила все же меньшее число из самолета вылетов.
Основную массу самолетов вылетов осуществляла авиация фронтовая по конкретным целям. Это По пикирующие конкретным, вполне бомбардировщики, обозначенным точное целям. воздействие. Алексей Да. Валерьевич, и в заключение, буквально 1,5 минуты, значение штурма Кенигсберга для дальнейшего развития операции в Пруссии. Советские войска, во-первых, высвобождались, и в том числе высвобождались и для операции на Дальнем Востоке. А так громилась та группировка, которую могли немцы при определенных обстоятельствах, что называется, боевые части погрузить, вывести и использовать на берлинском направлении. То есть врага били по частям. Вот если обозначить в целом борьбу за Восточную Пруссию, чтобы там никакие там бредовые планы не выдвигал Гитлер, там система волноломов, там это все попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Плохая игра для немцев заключалась в том, что их били по частям. И Восточную Пруссию разбили по частям относительно группировок Силезии и, наконец, самое главное, Берлинской. Это позволило достаточно боеспособные, что называется, формирование еще довоенного части разбить и взять в плен, уничтожить. И все это открывает, на самом деле, дорогу на тот самый На Берлин. Рейхстаг. Они не ждали. То есть даже есть забавный такой факт, штурм Познани долгое время даже в послевоенной историографии считалось, что у русских не может быть крупнокалиберной артиллерии, и они стреляли по Познани трофейной, захваченной у немцев железнодорожной пушкой.